Приветствую всех любителей вязания! Меня зовут Людмила, и вы на канале Вязание для всех. Сегодня я хочу представить вашему вниманию мелкий, рельефный, простой в исполнении узор спицами, который состоит только из лицевых и изнаночных петель. Называется он мох. На первый взгляд он похож на рис или жемчужный, но это на самом деле так и есть, но это немного другой узор. И, в общем-то, может послужить альтернативой для этих популярных узоров. Вот так выглядит изнаночная сторона. Этот узор абсолютно универсальный и подойдет для вязания любых изделий для женщин, детей, также и для мужчин. В конце видео я дам схему узора по кругу. Включайте субтитры, и вы увидите текстовое описание. Итак, давайте его свяжем вместе. Раппорт узора состоит из 2 петель и 4 рядов. Для вязания узора поворотными рядами наберите количество петель кратное 2 плюс 1 петля для симметрии и 2 кромочные, то есть любое нечетное количество петель. Я набрала 13. Итак, вяжем первый ряд, кромочную снимаем и вяжем все петли лицевыми до конца ряда. Кромочную провязываем изнаночной. Провязали первый ряд, вяжем второй. Это изнаночная сторона. Кромочную снимаем и вяжем 1 изнаночная. Это у нас будет петля для симметрии. 1 лицевая, 1 изнаночная. То есть резинкой 1 на 1 вяжем до конца ряда. Кромочную провязываем изнаночной. Провязали второй ряд, вяжем третий, кромочную снимаем и вяжем все петли лицевыми до конца ряда. Провязали третий ряд, вяжем четвертый, кромочную снимаем и вяжем, смещая узор в шахматном порядке: 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, и продолжаем так вязать до конца ряда. Провязали 4-й ряд. Далее продолжаем вязать, повторяя с 1 по 4 ряд раппорта. Для вязания узора по кругу наберите количество петель кратное 2. 1 и 3 ряд вяжем лицевыми петлями. 2 ряд 1 изнаночная, 1 лицевая. 4 ряд 1 лицевая, 1 изнаночная. И также повторяем с 1 по 4 ряд раппорта. Если вам понравился этот замечательный узор, ставьте лайки, пишите комментарии, я всегда им очень-очень рада. Желаю вам всего самого наилучшего. До новых встреч, пока-пока.